2025 стал годом, когда мир окончательно вошел в эпоху нестабильности. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, рост числа вооруженных конфликтов, климатические катастрофы и первые системные последствия бума искусственного интеллекта – все это сформировало новую реальность. В первом выпуске Нового года прогнозы ведущих мировых экспертов, чего ждать и чего не ждать в 2026 году. Это один день. Не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео и поделиться в комментариях своими прогнозами на Новый год. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Второй срок Дональда Трампа начался с резкой смены внешнеполитического курса. Администрация объявила о пересмотре роли США в мире с акцентом на жесткий прагматизм и односторонние решения. Следующий пункт, сэр, замораживание всего федерального набора сотрудников. Я делаю исключение для военных и ряда других категорий, которые исключены. Опять же, до достижения полного контроля над правительством. И до тех пор, пока мы не поймем цели деятельности правительства на будущее. Таким образом, внешняя политика президента Трампа в 2025 году была отмечена годом потрясений. Это стало очевидно с самых первых дней его президентства, когда он демонтировал Главное агентство США по развитию USAID, и эта линия продолжалась во всех сферах политики. Мы увидели 2 апреля, так называемый День освобождения, когда президент ввел исторически высокие тарифы не только против конкурентов США, но и против союзников и партнеров, и запустил американские горки торговой войны, которая продолжается и по сей день. Одним из ключевых направлений стала торговая конфронтация с Китаем. Тарифы, обвинения в манипуляциях валютой и давление на глобальные цепочки поставок. Итак, если вы посмотрите сюда, Китай, первая строка. Китай 67%. Это тарифы, взимаемые с США, включая валютные манипуляции и торговые барьеры. Таким образом, часть происходящего — это формирование нового бренда американской внешней политики. Думаю, его можно назвать внешней политикой МАГА. И наиболее четко это проявилось в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности, первой стратегии национальной безопасности в духе МАГА. В ней фактически отодвигается на второй план фокус первой администрации Трампа на соперничестве великих держав с Китаем и Россией в пользу гораздо более идеологизированного мировоззрения, которое сегодня подталкивает вашингтонский истеблишмент сосредоточиться в первую очередь на западном полушарии. Мы завершаем долгую эпоху власти особых интересов и безумцев из радикальных левых и открываем золотой век Америки. Особое внимание к Карибскому региону. США сосредоточили там значительные военные силы, усилив давление на Венесуэлу. Если смотреть вперед, на 2026 год, вот 3 главных момента, за которыми я буду следить. Во-первых, что произойдет со всеми силами США, сосредоточенными в Карибском бассейне? Предпримут ли они в итоге какие-то военные действия в Венесуэле? Сработает ли это? Каково будущее режима Мадуро и как президент Трамп будет продвигать эту политику дальше? Потому что ставки были повышены весьма существенно, а президент Мадуро до сих пор не ушел. Я этого не исключаю. Я ничего не исключаю. Нам просто нужно разобраться с Венесуэлой. Они направили сотни тысяч людей в нашу страну. У меня был телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Могу сказать, что беседа проходила в уважительном тоне и, более того, была доброжелательной. Еще один вопрос года. Когда США придется защищать союзников НАТО в случае агрессии со стороны России или Китая? Вопрос для 2026 года и более отдаленной перспективы заключается в том, возникнет ли кризис, при котором Соединенным Штатам действительно придется выполнять свои обязательства по статье 5 и защищать союзников, и что они будут делать, если это произойдет. Это может выглядеть как усиление российских вторжений на территорию НАТО. Это может быть похоже на действия или агрессию Китая против, например, Японии или даже Филиппин. И это по-настоящему поставит вопрос о том, в какой мере Соединенные Штаты при президенте Трампе по-прежнему выполняют свои договорные обязательства. Вопрос Ближнего Востока Дональд Трамп поднимает весь год и даже принимает участие в конфликте на стороне Израиля. Они не будут воевать друг с другом. С них хватит. У них уже была большая драка, как у 2 детей на школьном дворе. Знаете, они дерутся изо всех сил. Их нельзя остановить. И тогда папе иногда приходится использовать жесткие выражения. Дайте им подраться минуты 2-3, а потом их легче остановить.
Третья крупная тема, за которой стоит следить в 2026 году, это будущее отношений США и Китая. Мы ожидаем взаимные визиты. Президент Трамп поедет в Китай, а председатель Си приедет в Соединенные Штаты в течение 2026 года, если нынешняя дипломатия будет развиваться по плану. Мой вопрос: о чем договорятся на этих встречах? Какое коммерческое перемирие могут попытаться заключить президенты Трамп и Си, и какой ценой? Меня особенно беспокоит, чем президент Трамп может пожертвовать в других стратегических областях, связанных с искусственным интеллектом, с Тайванем и с союзниками США в Индо-Тихоокеанском регионе, в обмен на торговую сделку с председателем Си, которая будет выглядеть выгодной. Первая встреча Си Цзиньпином и Дональдом Трампом состоялась в конце октября. И у нас, без сомнения, будет очень успешная встреча. Но он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо. Мы хорошо знаем друг друга. В администрации Трампа мы видим большой упор на эффектные сделки, церемонии подписания, завершение ярких дипломатических соглашений, и они могут иметь серьезные последствия. Но чего мы не видим, так это доведение дела до конца. Мы не видим акцента на исполнении и реализации, на детальной проработке, которая действительно определяет разницу между устойчивым миром и крайне нестабильным перемирием или даже возвращением к войне. И часть проблемы в том, что у администрации Трампа просто нет команды, способной этим заниматься. Они уволили многих государственных служащих. Они исключили госслужащих и глубокую экспертизу внутри правительства США из своих процессов. Они фактически демонтировали Совет национальной безопасности при Белом доме, который обычно координирует межведомственный процесс, продвигающий такие соглашения. И они возложили слишком большую нагрузку на отдельных дипломатов, людей вроде Стива Уиткофа, у которых в сутках всего ограниченное количество часов. Поэтому, когда он, например, сосредоточен на Украине, он не занимается реализацией договоренностей по Газе. А без более широкой и глубокой команды, использующей весь экспертный потенциал правительства США, такие сделки просто не превратятся в тот устойчивый мир, который в конечном итоге мог бы заслуживать Нобелевскую премию мира. Мне только что передали записку от госсекретаря о том, что мы очень близки к сделке на Ближнем Востоке, и им я понадоблюсь довольно быстро. Так что я задам еще пару вопросов. Обещал, но не смог остановить войну ни за 24 часа, ни за месяц, ни уже более как 11 месяцев. Войну в Украине. Я считаю, что ключевые провалы в украинской политике президента Трампа заключаются в том, что он неправильно понимает президента России Владимира Путина и его мотивы. Поэтому даже в те моменты, когда президент Трамп был готов оказывать чрезвычайное давление на украинских партнеров США, вспомним ту встречу в овальном кабинете, где президент Трамп публично отчитывал президента Зеленского перед прессой, разрешение конфликта так и не произошло. Причина в том, что президент Путин пока не хочет окончания войны. Он по-прежнему видит больше выгоды в продолжении боевых действий. Отчасти это связано с тем, что в конечном итоге Путин считает, что Трамп не стоит на стороне Украины. Поэтому если он сможет продержаться достаточно долго, он полагает, что в итоге президент Трамп откажется от поддержки Украины, и Россия сможет добиться урегулирования войны на условиях более выгодных, чем любые договоренности, которых можно достичь дипломатическим путем. Вы играете жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной. Вы играете с Третьей мировой войной. И я думаю, что мы движемся к миру. Я считаю, что президент Путин хочет мира, и президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть. Смута, все еще витавшая в Вашингтоне вокруг последнего мирного плана президента Дональда Трампа по Украине, прояснила как минимум один момент. Нестандартный и всесторонний подход американского президента к дипломатии несет большие риски, как внутренние, так и геополитические. 2025 год во многом стал годом, определяемым ростом нестабильности в сфере безопасности и реальных вооруженных конфликтов. И мы видим сочетание трех крупных тенденций, проявившихся в течение года и уходящих в 2026. Первое — это долгосрочный тренд отхода от мира и стабильности, который характеризовали период с 1980-х годов до арабской весны, когда мы наблюдали устойчивое сокращение числа войн, количества погибших и продолжительности конфликтов.
С началом арабской весны ситуация начала меняться. Стало возникать все больше войн. В 2024 году было зафиксировано наибольшее число межгосударственных войн со времен окончания Второй мировой войны. Это по-настоящему глобальная тенденция. В ее основе лежит завершение эпохи Пакс Американо и относительное ослабление США, а также снижение роли Соединенных Штатов как своего рода мирового полицейского, поддерживавшего процесс мирных инициатив, в основном через ООН. Эксперты отмечают, наблюдается растущая фрагментация регионов и увеличение числа региональных конфликтов на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и Азии. И, наконец, последняя, на мой взгляд, тенденция, вызывающая серьезную тревогу, заключается в том, что все это начинает втягивать крупнейшие державы в более прямое противостояние. Мы все чаще слышим разговоры о возможности войны между Европой и Россией. Буквально 11 декабря генеральный секретарь НАТО заявил, что существует высокая вероятность того, что в ближайшие 4-5 лет может произойти прямой конфликт. Противостояние США и Китая может означать дальнейшую милитаризацию этих ключевых регионов. Это действительно крайне тревожное движение, которое, как мне кажется, сейчас разворачивается на разных региональных театрах, но также и на глобальном уровне. Эксперты отмечают, в 2025 году стало явно, все крупные ядерные державы стремятся модернизировать свои арсеналы, а Россия и Запад уже более десятилетия находятся в стратегическом противостоянии. Не в последнюю очередь из-за расширения НАТО и войны Москвы в Украине, большинство договоров практически разрушено. Каждая сторона винит в этом другую. Еще одна проблема заключается в том, что мы наблюдаем серьезное возвращение оружия массового уничтожения. Мы видим ядерный ренессанс. Крупные державы вновь обращают внимание на ядерное оружие, наращивают его количество. Китай стремится выйти на уровень России, а затем и США по числу боезарядов. Появляются новые типы систем. Все это усиливает ощущение небезопасности, которое, вероятно, сохранится и в следующем году. Нарастает напряженность в отношениях Китая с Японией из-за Тайваня. И сыграет ли какую-то роль США при администрации Трампа, непредсказуемо. Я думаю, что для Китая 2025 год был во многом связан с тем, как Пекин справлялся с Дональдом Трампом и с вызовами, которые первый год администрации Трампа принес. Китайцы, вероятно, чувствуют определенное самодовольство, поскольку, по их мнению, они очень умело справились с Трампом. Когда Трамп пошел в атаку, Китай удержал свои позиции и фактически вынудил Дональда Трампа отступить таким образом, который не нанес существенного ущерба общим интересам Китая. И это, я думаю, они считают своим крупным достижением. На данный момент я бы уделил довольно пристальное внимание отношениям между Китаем и Японией. Китайскому правительству действительно необходимо найти способы снизить напряженность с Японией, потому что китайско-японские отношения по своей природе очень эмоциональны внутри Китая, даже без недавнего спора с премьер-министром по поводу Тайваня. Китайское население воспитывалось на постоянном потоке антияпонских настроений, события военного времени в отношениях Китая и Японии. Японские зверства в Китае постоянно прокручиваются на телеэкранах, вызывая у людей сильные эмоции по отношению к Японии. Если китайское правительство не снизит эту напряженность, отношения станут значительно более сложными, появятся экономические последствия, а риск того, что что-то произойдет, станет гораздо выше. Что касается экономики Китая, элитный Центральный комитет правящей Коммунистической партии Китая провел закрытое заседание в октябре, чтобы обсудить, среди прочего, 15-й пятилетний план развития страны. Итак, многие базовые проблемы, с которыми сталкивается китайское правительство, долг местных органов власти, крах рынка недвижимости, огромный масштаб безработицы среди молодежи, разрыв в производительности, риск попадания в ловушку среднего дохода, на данный момент, судя по тому, что мы знаем о каркасе следующего пятилетнего плана, похоже, не были решены. Климатические вызовы. Глобальные температуры не только растут, но теперь растут быстрее, чем раньше. Новые рекорды были зафиксированы в 2023 и 2024 годах, а также в отдельных периодах 2025 года. В уходящем году экстремальные погодные явления продолжали поражать регионы по всему миру. Тайфун Калмаеги унес жизни более 200 человек на Филиппинах в ноябре. В Испании из-за погодных условий, которые ученые подтвердили как более вероятные из-за изменения климата, произошли крупнейшие за 3 десятилетия лесные пожары. Я думаю, что 2025 год был довольно разрушительным. Год начался с крупных пожаров в Лос-Анджелесе. Затем по ходу года случились разрушительные тепловые волны в Европе, где погибло много пожилых людей. И совсем недавно ураган Мелисса, обрушившийся на Ямайку и Восточную Кубу, крупный ураган 5-й категории, который нанес серьезный ущерб маленьким островам. Это во многом соответствует нашим ожиданиям при усиливающемся изменении климата. Мы видим более интенсивные и более частые экстремальные погодные явления, которые негативно влияют на наше общество. Пока мы продолжаем сжигать ископаемые
ископаемое топливо, нефть, газ, уголь. Эти экстремальные погодные явления будут усиливаться, становиться более интенсивными и частыми. Хорошая новость в том, что в 2026 году, если мы будем больше адаптироваться, внедрять адаптивные меры и готовиться лучше, мы сможем снизить или избежать часть этих последствий. Но также необходимо сокращать выбросы, чтобы эти явления не ухудшались, потому что у адаптации есть свои пределы. Мы также наблюдали события, где, как бы ни готовились, было трудно избежать негативных последствий. Новое исследование показывает, что средняя глобальная температура растет со скоростью 0,27 градуса Цельсия за десятилетие, почти на 50% быстрее, чем в 1990-х и 2000-х, когда скорость потепления составляла около 0,2 градуса Цельсия за десятилетие. Но и здесь отличился Дональд Трамп. Изменение климата, если оно растет или падает, что бы ни происходило, это изменение климата. По моему мнению, это величайшая афера, когда-либо совершенная в мире. Искусственный интеллект. Каковы же перспективы и угрозы? С момента взрывного успеха ChatGPT 3 года назад компании больших и малых размеров стремятся внедрять генеративный искусственный интеллект в как можно больше продуктов. Но пока нет той отдачи от своих инвестиций в AI, на которые возлагали надежды. По прогнозу Forrester, в 2026 году компании отложат примерно 25% своих запланированных расходов на AI на год. Я думаю, что 2025 год был годом, когда люди начали понимать, что просто инвестировать больше в дата-центры и вычислительные мощности — этого недостаточно. В этом году мы наблюдали двухскоростную экономику. Много ресурсов и инвестиций направлено на искусственный интеллект. Мы видим рост на фондовом рынке, в основном благодаря компаниям, связанным с AI. Компании, работающие с AI, включая OpenAI, Anthropic и Google, продолжают активно привлекать корпоративных клиентов в следующем году. На недавнем обеде с редакторами СМИ в Нью-Йорке генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что разработка AI-систем для компаний может стать рынком стоимостью $100 миллиардов. В 2025 году мы впервые увидели, что AI оказывает реальное влияние на рынок труда, особенно на перспективы трудоустройства новых выпускников. Думаю, в 2026 году это влияние станет более заметным, а спектр профессий, на которые оно повлияет, расширится. И причина в том, что AI, по сути, снижает барьеры для входа и облегчает работу с знаниями в целом. И несмотря на развитие и рекордные инвестиции, есть вероятность того, что искусственный интеллект может лопнуть, как пузырь, говорят эксперты. На данный момент внедрение AI застопорилось и даже падает по некоторым показателям. Вопрос в том, станет ли 2026 годом продолжения этой тенденции? Или мы увидим рост новых случаев применения? Второй вопрос. Смогут ли компании, инвестирующие в AI, получить отдачу от этих инвестиций? Это не то же самое, что первый вопрос, потому что AI может быть замечательной технологией, как авиаперевозки, но при этом оставаться неприбыльной отраслью из-за жесткой конкуренции. Сейчас мы видим очень сильную конкуренцию, особенно со стороны открытых моделей, разработанных в Китае, что, вероятно, снизит доходность. Итак, вопрос. Станет ли 2026 годом финансового краха AI? И что тогда произойдет с технологией, если пузырь лопнет? 2025 год не дал ответов. Он задал вопросы о роли США, устойчивости мира, границах технологий и цене бездействия. 2026 покажет, станет ли этот год точкой стабилизации или началом еще более глубокого кризиса. Подпишись на канал «Один день», чтобы увидеть больше, и поставь лайк этому видео.